Зеленский в очередной раз доказал, мир – это последнее, что его интересует. Запад боится ответа России, а Путин готов к переговорам. Украина решила, что может угрожать всем подряд, и партнеры молчат. Почему? Киевская мечта о Евросоюзе заблокирована, кто все испортил? Всех приветствую, сейчас главные новости к этому часу. Кто еще не подписан на наш Телеграм, ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский в своем вечернем обращении снова показал, ни о каком реалистичном компромиссе речи не идет. Вместо разговора о дипломатии, ставка на усиление военного давления и наращивание производства вооружений для ударов по российским объектам. По сути, никакой смены курса за все эти месяцы так и не случилось. Зеленский прямо заявил о планах масштабировать удары средней и большой дальности, рассказав о совместной с западными партнерами работе над расширением военного потенциала. По всем направлениям нашего сотрудничества с партнерами хорошо налажена работа по производству в Украине. Совместно с партнерами оружие для наших дальнобойных санкций, а также наших вполне справедливых ответных ударов средней дальности по оккупантам. Логика Киева простая. Чем больше ударов, тем быстрее Москва пойдет на условия Зеленского. По его мнению, именно наращивание интенсивности боевых действий должно стать главным инструментом влияния на позицию Москвы. Он напрямую связал усиление ударов с попыткой раскачать ситуацию внутри России и заставить руководство страны принять условия Киева. Это наше давление и все другие формы давления на Россию должны продолжать работать и привести к миру. Уже большинство в России предъявляют претензии Путину за то, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние трудности для россиян должны приблизить их к мысли, что эта война их война, а не просто камни с неба. А вы как думаете, Зеленский хочет вообще мира? Напишите в комментариях свое мнение. Громкие слова о давлении звучат на фоне суровой реальности. Инициатива и контроль на линии фронта остаются за российскими войсками. Они продвигаются планомерно, без срывов темпа, занимая позицию за позицией. На самом деле очередное воинственное заявление – это попытка диктовать условия силой там, где сил для этого уже давно не хватает. Зеленский пытается компенсировать на словах то, что не может добиться на поле боя. Расчет Киева остается прежним – давление вместо диалога. В итоге все сводится к одному – к продолжению конфликта без единого шага в сторону переговоров, который сам же Зеленский упорно игнорирует. Очередные громкие заявления по итогу ни к чему не приводят, натыкаясь на неспособность Киева переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. По словам Путина, несмотря на масштабную накачку киевского режима оружием, на Западе сохраняется явный страх перед прямой конфронтацией с Россией. В качестве примера президент привел инциденты в Прибалтике, где любые залеты беспилотников пытаются оперативно замять. Не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого, когда в странах Прибалтики, например, там какие-то дроны летают украинские, они все-таки не указывают пальцем на Москву. Они говорят, что это украинские дроны. Ошибка, там, сбой в системе, рэба, еще что-то. Но пока они еще не дошли до того, чтобы свою территорию напрямую использовать. По сути, если на Западе боятся даже признать происхождение этих дронов, о каком прямом столкновении с Россией вообще можно говорить? Путин подчеркнул, что участившиеся в последнее время массированные атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру России имеют исключительно медийную цель. По его оценке, Киев пытается раскачать российское общество и создать иллюзию борьбы на фоне необратимого ухудшения положения армии Украины на поле боя. Ребята наши поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
При этом, несмотря на агрессивные действия противника, Москва по-прежнему не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. На прошедшем же совещании с членами правительства Российской Федерации Путин подтвердил неизменную готовность к мирному диалогу с Украиной. Президент отдельно отметил, любые будущие контакты и весь мирный процесс возможны только на базе тех принципиальных договоренностей, которые ранее уже были достигнуты в Стамбуле с обязательным учетом текущих реалий на земле. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. Киев, поддерживаемый западными кураторами, похоже, всерьез уверовал в собственную непобедимость. Иначе угрозы в адрес других стран объяснить просто невозможно. Зеленский открыто угрожает Белоруссии, выдвигая президенту Александру Лукашенко требования и ультиматумы. Есть версия, что на такой шаг его подтолкнули британцы. Визит к ним состоялся буквально за пару дней до заявления в адрес Минска. И вот вопрос: а вы правда думаете, что подобные ультиматумы появляются случайно, без согласования с западными партнерами? При этом аппетиты украинских властей в вопросе боевых действий продолжают расти. Теперь практически в открытую начали угрожать Польше. После этого Варшава планирует препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Много слов было сказано и в адрес Венгрии. В итоге раздухарившийся Зеленский пытается диктовать условия всем, кто ему не нравится. Но что самое интересное, его западные партнеры просто молчат. Ни одного публичного замечания, ни единой попытки осадить. Складывается ощущение, что для них это норма, само собой разумеющееся положение дел. На самом деле такое молчание говорит больше, чем любые заявления. Если угрозы соседним государствам не вызывают реакции у тех, кто финансирует и вооружает Киев, значит, эта риторика вписывается в общую стратегию давления на регион. А значит, дело не в эмоциональных всплесках одного политика. Это часть более широкой игры, в которой украинским властям выделена роль провокатора. И чем дольше длится это молчание, тем очевиднее становится: терпение соседей не бесконечно. Венгрия стала единственной страной, которая выступила против совместного документа Евросовета и Еврокомиссии, необходимого для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз. По сути, один голос остановил процесс, который Брюссель пытался представить как почти решенный. Будапешт в очередной раз показал: единогласие, на которое рассчитывали кураторы евроинтеграции Киева, остается фикцией. На самом деле позиция Венгрии не нова. Будапешт неоднократно заявлял, что форсированное вступление Украины в Евросоюз грозит самому Союзу серьезными издержками, от аграрного сектора до бюджетных дотаций, которые придется пересматривать в пользу нового члена. Венгерское руководство прямо указывает: решение такого масштаба нельзя принимать в спешке, на эмоциях, под давлением. Реакция остальных столиц показательна. Вместо открытого диалога с Будапештом и поиска компромисса, раздражение и попытки выставить Венгрию единственным препятствием на пути общеевропейского консенсуса. Но в итоге это лишь подчеркивает: единства внутри Европы по украинскому досье как не было, так и нет. Формально процесс не остановлен. Переговорные кластеры рано или поздно попытаются открыть снова. Но фактически вето Венгрии – это сигнал всем. Форсировать вступление Украины в Евросоюз без учета позиций отдельных стран не получится. И чем чаще такие сигналы будут повторяться, тем очевиднее становится: обещанная Киеву скорая евроинтеграция остается далекой перспективой, а не близкой реальностью. Итак, что мы имеем к этому часу? Зеленский грозит ударами, которые ничего не меняют на фронте, и отдаляет мир на Украине. Путин говорит о готовности к диалогу, но на своих условиях. Киев тем временем находит новых противников в лице Минска, Варшавы и Будапешта. А Венгрия в одиночку ломает миф о единой позиции Евросоюза. Пишите в комментариях, что думаете по всей ситуации. Я читаю все. Поддержите мой канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот. Скоро увидимся. Всем пока.